Капельницы. Что это? Путь к спасению или дорога к новым проблемам? Но прежде чем с этим разбираться, я бы хотела, чтобы фоном к этому видео были не таблетки и больницы, не капельницы и шприцы, а просто представьте, что вы сели на самолет и полетели к теплому берегу моря или океана, и там, наблюдая за волнами, слушаете себе мнение экспертов по этому вопросу. Итак, мне плохо. Дайте направление в больницу, чтобы прокапаться. Запишите на капельницу. Некоторые пациенты сегодня буквально атакуют врачей такими просьбами, которые порой звучат едва ли не в приказном тоне. Врачи, которые пытаются возразить целесообразности такой профилактики заболеваний, порой у пациентов попадают в разряд плохих специалистов. Вопрос о роли капельниц рассмотрим более подробно. Что такое капельница? С медицинской точки зрения это всего-навсего один из путей введения лекарственного препарата. Отвары из трав, экстракты, настои, таблетки– все это можно пить, есть, жевать, то есть лечиться естественным путем. Мази, капли, спреи– местные формы введения лекарственных средств. Случается, ни один из этих методов невозможен, к примеру, когда человек находится без сознания, либо само лекарство после попадания в желудок не способно всосаться. В таких случаях выручают парентеральные пути введения, уколы и инфузии, те самые капельницы. Версия о том, что таблетки химически и биологически опаснее капельниц, мол, садят желудок и печень, не совсем верная. И если уж лекарство плохо действует, например, на желудок, то как его ни вводи, этому органу все равно будет некомфортно. А через печень и вовсе проходит все, что попадает в организм, и это не зависит от путей введения. Тот же пироцетам, введенный внутривенно, должен пройти через печень и метаболизироваться в ней. К сожалению, с годами стареют наши сосуды, в них повышается давление, кровь становится более вязкой, выше ее способность к свертыванию. Аномальное свертывание крови приводит к образованию тромба, и если это происходит в неподходящем месте, может случиться инфаркт, инсульт, а то и наступить летальный исход. Чтобы прокапать какой-либо препарат, либо сделать внутривенную инъекцию, надо проделать в этой вене отверстие, которое потом нашему организму придется залатать. Для этого он активирует свертывающую систему, которая и образует тромб, заплату для поврежденного уколом места. Но если этот тромб образуется в другом месте, тогда последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Во время введения капельницы в организм попадает как минимум 200 мл жидкости за один раз, что создает дополнительную нагрузку на сердце. Хорошо, если почки работают отлично и выводят эту жидкость сами, а если нет? Для вторжения в вену, особенно это касается пациентов пожилого возраста, должны быть только медицинские показания. В некоторых развитых странах внутривенное введение препарата приравнивается к оперативному вмешательству. Подумайте, прежде чем добровольно идти хотя бы на одну такого рода лишнюю операцию. Ведь есть более простые, удобные и надежные методы профилактики заболеваний, чем внутривенные инъекции. Капельницы могут быть опаснее болезней, считают многие специалисты. Внутривенные вливания можно назначать только в реанимации, считают эксперты. В других случаях от них надо отказываться, чтобы сберечь вены. Нахождение в них иглы подолгу ведет к необратимым изменениям. Но сотням больным продолжают вводить внутривенные вливания. Мнение эксперта из клинической фармакологии. Есть болезни, при которых человек не может ни пить, ни есть. Происходит обезвоживание. Болезни научились лечить тогда, когда стали внутривенно вводить необходимые растворы. В этом случае капельницы показаны. В дневном стационаре их быть не должно. Вены надо беречь. Иногда люди сами просят прокапать им, например, глюкозу с аскорбинкой. Да выпейте чай с лимоном, сахаром, и организм получит то же самое, только без вреда для здоровья. Нахождение
Нахождение иглы в вене по несколько часов ведет к необратимым изменениям вен. В жизни может возникнуть ситуация, когда без инфузионной терапии нельзя, а вены уже испорчены и недоступны. Пейте таблетки по правилам, советуют специалисты. Любое лекарство лучше всего запивать водой, она химически нейтральна. Многие лекарства связываются с белком пищи и поэтому хуже всасываются. Читайте инструкции. Есть препараты, которые могут стать токсичными от грейпфрутового сока. Зверобой может сделать действие препарата кратковременным и малоэффективным. Как же оставаться здоровым, если лекарства вредны? На самом деле от лекарств зависит только 5% здоровья, остальное – от здорового образа жизни. У нас сейчас в продуктах консерванты, стабилизаторы, ароматизаторы. Но чтобы сохранить здоровье, нужны экологически чистое питание, полноценный сон, занятия физкультурой, умение противостоять стрессам.